Секрет целителей – 3 травы, которые заменят аптеку. Проверено поколениями. Приветствую вас на нашем канале. Друзья, сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие в мир народной медицины. Мы раскроем секреты знахарей и целителей, которые передавались из поколения в поколение. Готовы узнать о 3 мощных травах, которые могут стать вашими надежными помощниками в поддержании здоровья? Эти растения – настоящие дары природы, кладезь витаминов и полезных веществ. Веками люди использовали их для лечения самых разных недугов. И что самое важное, эти рецепты прошли испытания временем, доказав свою эффективность. Важно помнить, природные средства – это не панацея, и самолечение может быть опасным. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать прием любых трав, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства. Ромашка – универсальный лекарь из народа. Этот удивительный цветок, известный своими лечебными свойствами, используется в народной медицине уже многие века. Первая трава, о которой мы сегодня поговорим, знакома, пожалуй, каждому. Ее можно встретить на лугах, в садах и даже вдоль дорог. Это ромашка – скромный, но удивительно сильный цветок, который можно встретить практически в каждом уголке нашей страны. Ее белые лепестки и желтая сердцевина легко узнаваемы. Несмотря на свою простоту, ромашка обладает поистине уникальными свойствами. Ее лечебные качества признаны не только народной, но и официальной медициной. Чем же так полезна ромашка? Давайте разберемся подробнее. Во-первых, это мощный природный антисептик. Ее настои и отвары помогают бороться с инфекциями и воспалениями. Она эффективно борется с воспалениями, успокаивает раздраженную кожу и слизистые оболочки. Ее часто используют в косметологии для ухода за кожей. Ромашковый чай – первое средство при простуде, боли в горле, кашле. Он помогает смягчить симптомы, облегчает дыхание и ускоряет выздоровление. Кроме того, ромашковый чай обладает приятным вкусом и ароматом. Но это еще не все. Ромашка – верный друг нашего пищеварения. Она снимает спазмы, уменьшает газообразование, помогает справиться с тошнотой и диареей. Если вас мучают боли в животе, выпейте чашку теплого ромашкового чая, и вы почувствуете облегчение. А еще ромашка – это природный антидепрессант. Она успокаивает нервную систему, снимает тревожность, помогает справиться с бессонницей. Чашка ромашкового чая перед сном – залог крепкого и здорового сна. Но как же правильно заваривать ромашку, чтобы сохранить все ее полезные свойства? Возьмите 1-2 чайные ложки сухих цветков ромашки, залейте стаканом кипятка и дайте настояться 10-15 минут. Пейте этот настой 2-3 раза в день. Помимо чая, ромашку можно использовать для приготовления компрессов и примочек. Для этого нужно заварить ромашку более концентрированным настоем и смочить в нем марлевую салфетку. Прикладывайте компресс к больному месту на 15-20 минут. Ромашка – это поистине универсальное средство, которое должно быть в каждом доме. Она поможет вам справиться со многими недугами и сохранить здоровье на долгие годы. Пусть ромашка станет вашим верным помощником в заботе о здоровье. Зверобой – солнечный лекарь от 100 недугов. Это растение, известное также как Hypericum perforatum, обладает множеством целебных свойств, которые делают его незаменимым в народной медицине. Переходим ко второй траве – зверобою. Его собирают в период цветения, когда растение максимально насыщено полезными веществами. Его название может показаться грозным, но на самом деле это растение – настоящий целитель, который помогает справиться с множеством заболеваний. В древности его называли травой от 100 недугов. Зверобой – это кладезь полезных веществ, витаминов и микроэлементов. В его составе можно найти флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества и каротин. Чем же так ценен зверобой? Он используется в лечении множества заболеваний, от простуды до депрессии. Прежде всего, своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эти свойства делают его отличным средством для борьбы с инфекциями. Он эффективно борется с различными инфекциями, ускоряет заживление ран и ожогов. Зверобой можно использовать как наружное средство для лечения кожных заболеваний. Настой зверобоя можно использовать для полоскания горла при ангине, для промывания ран и ссадин. Он также помогает при воспалении десен и стоматите. Но это еще не все. Зверобой обладает множеством других полезных свойств. Зверобой – это мощный природный антидепрессант. Он помогает справиться с депрессией, улучшает настроение и общее самочувствие.
повышает работоспособность, помогает справиться со стрессом и тревогой. Регулярное употребление зверобоя может значительно улучшить качество жизни. Если вы чувствуете упадок сил, апатию, попробуйте пить чай со зверобоем, и вы почувствуете прилив энергии и бодрости. Этот чай также помогает при бессоннице. Зверобой также благотворно влияет на пищеварительную систему. Он помогает при гастрите, язве и других заболеваниях желудка. Он улучшает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока, помогает справиться с расстройствами желудка. Зверобой также способствует нормализации работы кишечника. Чай из зверобоя рекомендуется пить при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишке. Он помогает уменьшить воспаление и ускоряет заживление. Важно помнить, что зверобой – это сильнодействующее растение, и его применение имеет свои противопоказания. Не стоит злоупотреблять этим растением. Не рекомендуется принимать зверобой беременным и кормящим женщинам, а также людям с повышенным артериальным давлением. Также он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Как же правильно приготовить настой зверобоя? Это несложно, но важно соблюдать пропорции. Возьмите 1 столовую ложку сушеной травы, залейте стаканом кипятка и дайте настояться 30-40 минут. Это позволит извлечь все полезные вещества из растения. После этого настой можно процедить и использовать. Пейте по полстакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Это поможет вам получить максимальную пользу от зверобоя. Зверобой – это настоящий подарок природы, который поможет вам сохранить здоровье и бодрость на долгие годы. Его регулярное употребление может значительно улучшить ваше самочувствие. Но помните, перед применением любых трав, в том числе и зверобоя, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Это поможет избежать возможных побочных эффектов и противопоказаний. Chapter 3. Календула – золотой цветок для красоты и здоровья. И, наконец, третья трава, о которой мы сегодня поговорим, это календула, или, как ее еще называют в народе, ноготки. Этот цветок известен с древних времен и широко используется в народной медицине. Этот яркий солнечный цветок радует глаз не только своей красотой, но и обладает массой полезных свойств. Его яркие лепестки словно маленькие солнца, которые дарят нам здоровье и красоту. Календула – это прежде всего мощный природный антисептик. Ее целебные свойства были известны еще в древности, и она до сих пор используется в современной медицине. Она обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, бактерицидным действием. Эти свойства делают ее незаменимой в лечении различных заболеваний. Календулу применяют для лечения ран, ожогов, обморожений, кожных заболеваний. Ее настойки и мази помогают ускорить заживление и предотвратить инфекции. Настой календулы используют для полоскания горла при ангине, стоматите, гингивите. Он помогает снять воспаление, уменьшить боль и ускорить заживление. Он помогает снять воспаление, уменьшить боль и ускорить заживление. Это делает его отличным средством для ухода за полостью рта и горлом. Также настой календулы можно использовать для промывания глаз при конъюнктивите. Он помогает снять воспаление и улучшить состояние глаз. Календула благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Она снимает воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, улучшает пищеварение, обладает желчегонным действием. Чай из календулы рекомендуется пить при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишке, холецистите. Он помогает улучшить общее состояние организма и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Кроме того, календула обладает успокаивающим действием, нормализует сон, снимает нервное напряжение. Ее можно использовать для улучшения общего самочувствия и снятия стресса. Чай из календулы можно пить перед сном при бессоннице, неврозах, повышенной раздражительности. Он помогает расслабиться и улучшить качество сна. Как же правильно приготовить настой календулы? Это очень просто и не требует много времени. Возьмите 1 столовую ложку сухих цветков календулы, залейте стаканом кипятка и дайте настояться 30-40 минут. После этого настой готов к употреблению. Пейте по полстакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Это поможет вам получить максимальную пользу от этого целебного растения. Календула – это доступное и эффективное средство для поддержания красоты и здоровья. Ее можно использовать как в медицине, так и в косметологии. Используйте ее силу с умом, и она поможет вам сохранить здоровье на долгие годы. Пусть этот золотой цветок станет вашим верным помощником в заботе о себе и своих близких.
Вот мы и познакомились с 3 удивительными травами, которые таят в себе огромную целебную силу. Помните, что природа – наш лучший лекарь, и она щедро делится с нами своими дарами. Надеемся, что эти рецепты помогут вам сохранить здоровье и благополучие. Используйте эти знания с умом, и пусть эти травы станут вашими верными помощниками на пути к здоровью и долголетию. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые полезные видео. До новых встреч, друзья!